Солнце опускается, и за горизонт наступила красная луна. Ты знаешь, что наступила красная луна? В городах стали пропадать молодые девушки. Ведьмы ищут ту, чья кровь сможет освободить Рокси. Рокси — самая жестокая ведьма. Ее запечатали внутри горы хаоса. Попытки сдержать ее огромную силу и остановить зло, которое она приносит. Почему вы на улице? В это время здесь опасно. Живо по домам. Тиен, ты живешь на той стороне леса. Ты мой лучший целитель, но я не могу подвергать тебя опасности. Мне 19, и я знаю, что слаба. Мой отчим и сводные братья занимаются охотой, этого недостаточно. Благодаря тому, что я работаю в этом лечебном центре, я содержу семью. Мы живем очень скромно. Я же сказала, ты мой лучший целитель, я забочусь о тебе. Я просто хочу, чтобы ты ушла до захода солнца. Не волнуйся, мой брат подарил мне кинжал. А также он пообещал, что научит меня владеть мечом. Только проблема в том, что у меня нет времени, но я постараюсь его найти. Я обещаю. Тиен, тебе пора идти домой. Увидимся завтра в 6. Ален, я обещал Тиен, что заберу ее с работы. Это невозможно, мы должны пойти с отцом охотиться на нимфу. Но эти слухи о ведьмах и возвращении Рокси. Я слишком переживаю за Тиен. Мы живем здесь так долго. Нам давно надо переехать. Этот лес самый опасный во всей Румынии, и ситуация только ухудшается. Тиен, береги себя. Ты слишком стараешься. Ничего подобного, это мои обязанности. Моя обязанность заботиться о доме и готовить ужин. Пообещай мне, что пойдешь спать и не будешь ждать Уильяма. Хорошо. Я слежу. Это место очень опасное, не правда ли? Здесь произошло нападение на несколько путешественников. Хочу напомнить, что это маршрут, по которому Тиен каждый день ходит на работу. И с работы вместе с Нови. Это дьявольский серый лис. Иначе Тиен была бы совершенно одна. Ну и что? И я благодарен Нови, ведь она оберегает Тиен. Каждый раз лиса убегает в лес. Любопытно то, что на следующий день она возвращается. Мы же предупреждали мастера о том, что опасно употреблять спиртное в это время. Черт возьми, Уильям! Мне кажется, там дикий волк. Тебе следует отойти назад. Лучше тебе не мешать нам, чем пытаться помочь. Малыш, не глупи. Думаете, у вас достаточно опыта, чтобы в одиночку противостоять такому монстру? Я покажу вам, как это делается. Когда он выпивает, становится таким высокомерным идиотом, даже больше, чем обычно. Вот почему Аделия и Тиен не пускают его в дом, когда он выпивает.
Не пытайся справиться с ним в одиночку. Оставайтесь здесь и будьте аккуратны. Если нимфа сбежит, мы не сможем получить награду. Это не сработает. Нужно помочь ему. В конце концов, у него есть меч. С волком он справится. Черт! Эй, старик, посмотри на меня. Он был быстрее других. Нам нужно отвезти его домой. Разве мне не следует остаться и установить ловушку? Поймать нимфу в одиночку не получится. Бесит. Уже рассвет, нужно идти домой скорее. Все будет хорошо. Кровотечение не останавливается. Уильям, что случилось? Пока мы ждали появления нимфы, на нас напал дикий волк. Ты ведь лучшая целительница? Ты справишься? Алан, принеси с кухни иголку и нитку. Уильям, в этом регионе нападение волков нетипично. Должен ли он выглядеть так? Осторожно, он обратился. Что здесь происходит? Мама, осторожнее! Колдовство? Ведьма! Мне жаль, я просто хотела тебя защитить. Пожалуйста, прости, я не хотела этого делать. Я не хотела этого. Но он хотел причинить боль маме. Ты же мне веришь, правда? Я просто нашел отговорку, чтобы уйти оттуда. Мне нужно собрать хворост, чтобы сжечь тело отца, прежде чем его тело привлечет кого-то похожего на волка. Я нашел Тиен посреди леса, когда она была младенцем. Ей тогда было несколько часов от роду. Когда я нашел ее, она вся была в родовых жидкостях, и у нее не была отрезана пуповина. «Малышка, ты здесь одна?» «Хорошо, что лиса привела меня к тебе. Я отнесу тебя домой, и моя мама будет рада познакомиться с тобой. В тот год моя мама потеряла ребенка. Как ведьма могла бросить свою дочь умирать? Совершил ли я ошибку, когда спас ее?» Тиен. Я никогда не сожалел ни о чем так сильно. Я не смог ответить ей. Когда она спросила меня, верю ли я ей, я не смог ответить ей, что да. Что все хорошо и что я бы сделал все возможное, чтобы защитить семью. Тиен, прости меня. Не смотрите на меня так. Пожалуйста, Тин ведь пропала 3 дня назад. Тин не хотела причинить мне вреда.
Она использовала силы, чтобы защитить меня. Пожалуйста, помогите. Моя сестра ушла в сторону юга. Она одна, и ей страшно. Пожалуйста, помогите мне вернуть ее домой. Ей уже определенно конец. Даже несмотря на то, что она ведьма. Ты же знаешь, что ведьм здесь недолюбливают и считают демонами. Как холодно. Я брожу уже 3 дня. Почему мои способности проявились в такой ужасный момент? Даже Уильям, который обещал, что всегда будет на моей стороне. Он должен был меня защищать, но он бросил меня. Я должна купить припасы и продолжить путь на запад. Топор и продукты. Куда ты направляешься в этот раз? Я спущусь в долину и сяду на корабль, который направляется в сторону юга. Я направляюсь в королевство, где правит королева Элора, и планирую стать там целителем. Будь осторожна, ты же юная леди. Люди судачат о ведьме, которая вот-вот проводится. Спасибо за предупреждение, но я не пойду по дороге. Я планирую пойти через лес. Скоро я должна добраться до долины. Без понятия, как я все еще жива. Я слишком похудела, одежда стала такой свободной. Мои волосы и кожа в ужасном состоянии из-за недостатка пищи и сна. Думаю, это место безопасно. Но что, если люди говорят правду? Я не хочу попасть в неприятности. Мне нужно стараться держаться подальше от людей. Дома идти по дороге опасно. Я скучаю по Уильяму. Я даже не думала, что влюблена в него. Несмотря на все трудности, мы были счастливы. Но этой жизни пришел конец. Мне придется смириться с тем фактом, что я больше не увижу свою семью. В любом случае, не думаю, что они приняли бы меня обратно. Я скучаю по Нови, лисенок. Что это за шум? Что, если это клан темных безжалостных воинов-охотников? Они известны тем, что ходят и уничтожают существ. Сейчас я для них равноценна демону или черному магу. Ничего не поделаешь, они определенно видели костер. У меня нет шансов против них, даже если бы я знала, как пользоваться магией. Что делает такая молодая девушка в этом лесу совсем одна? Я путешествую в одиночестве, хочу встретиться со своими родственниками на другой стороне горы. Ты либо очень смелая, либо наивная, раз осмелилась мне врать. Как интересно. Прошло почти 2 десятилетия с тех пор, как я видел кого-то вроде тебя. Пожалуйста, отпустите меня. И я никогда не видел, чтобы чудовище умоляло его пощадить. Обычно они борются до конца. Нет, это не может быть концом.
Может быть, если я поплыву по течению, то не утону, и у меня появится шанс. Не могу дышать. Почти получилось, маленькая ведьма. Отпусти меня. Вот почему вы такие сильные. Вы не люди. Тебе лучше помалкивать, иначе ты привлечешь внимание других, более опасных существ, чем я. И я такой же человек, как и ты, малышка. Маленькая ведьма, ты поймешь, что тебе лучше оставаться со мной, чем бродить по этому лесу. Что это? Чудовище, которое ты не хотела бы увидеть даже в самом страшном сне. Вернемся в лунную долину. Я направляюсь на юг. Ты пленница, а пленники не выбирают, куда им направляться. Лунная долина — смертельно опасное место. Оттуда не возвращаются живыми. Точно. Я должна попробовать сбежать. А что, если они нападут на мою семью? Я не знаю, что мне делать, я так устала. Если хочешь спать, то можешь поспать, маленькая ведьмочка. Я предпочитаю бодрствовать. И перестаньте меня так называть. Но я же не знаю, как тебя зовут. Я Тиен. Маленькая ведьмочка с волшебным именем. А тебя как зовут? Неважно, тебе не нужно знать, как меня зовут. Меня зовут Луан. Уильям раньше рассказывал мне об этом человеке. Как думаешь, куда мы направляемся? В сторону реки? Верно, надеюсь, ты не сбежишь? Если ты вдруг решишь попытаться, я найду тебя и сделаю очень больно. Иди к черту. Думаю, тебе там понравится. Я достаточно далеко от этих тварей. Почему это ожерелье такое горячее? Спасибо. Это божественно самая вкусная еда. Или я просто настолько голодная. Какая-то проблема? Я просто подумал, что теперь нас станет больше. Мы решили взять тебя с собой. Похоже, это самый новенький из них. Похоже, это самый новенький из них. Его улыбка такая обворожительная. Привет. Как долго вы занимаетесь охотой?
Дольше, чем ты живешь на свете. Тиен, это бесполезно. И что мне делать? Ни один из нас не поможет тебе сбежать. Маленькая ведьма, ты мне интересна. Кэй, ты неправильно понял, я не планировала сбежать. Мне просто хотелось с кем-нибудь поговорить. Никто не будет слушать жалобы такой избалованной девчонки. Ты всегда такой высокомерный и грубый идиот. Это место опасное, не так ли? Легенда гласит, что эти горы являются местом обители ведьм. Они такие же ужасные, как и ты. Однако они потеряли часть своей силы после того, как их лидер Рокси оказалась в заточении. Ты хотела сказать, что опасно для любого, кто встанет у нас на пути? Лон, подожди! Чего? Лон, ты легендарный второй волк в клане темных? И сын Мэддокса, повелителя штормов и предводителя темных? Так ты знаешь, кто я? Тебе лучше ничего не предпринимать, маленькая ведьма. Мой брат рассказывал мне о вас. Ты собираешься прикончить меня? Слишком много вопросов. Действительно ли дракон оставил тебе шрам? Это было тогда, когда вы отправились спасать королевство Элоры? Город ведь был разрушен, да? Ты получил титул графа, не так ли? Хей! Вы можете идти дальше. Я туда не пойду! У тебя нет выбора, маленькая ведьма. Нет! Там тесно, сыро и много насекомых. Ха. Ведьмочка, неужели ты так сильно испугалась? Я уже тебе сказала, как меня зовут. Можешь перестать меня так называть? И я буду называть тебя так, как захочу. Если ты не забыла, ты моя пленница. Зачем ты надел на меня это ожерелье? Мне разрешили оторвать тебе голову, если ты попытаешься сбежать. Он меня высушил? Почему ты это сделал? И почему вы до сих пор не убили меня? Зачем взяли меня в плен? Почему он вообще взял ее с собой? Мы не нарушаем его приказы. Хотя большинство из них предпочли бы увидеть, как его голова катится по земле. Ты тоже в этом большинстве? Мне не нравится убивать людей, особенно беззащитных. Но ты, видимо, можешь. Конечно, у меня же есть шансы против кучки трусливых убийц. Тем более у вас трусливый лидер. Я никогда не видела тех, кто настолько напуган, что не может уйти из группы. Неужели вы настолько жалкие? Луан силен и справедлив. Он не будет нападать со спины. Они следуют за ним, потому что он самый сильный в группе. А также защищает наши территории. Он притворяется слабым, чтобы защитить нас. И он не наш лидер, он всего лишь предводитель нашей группы.
Извини. Ты не знакома с нашими обычаями. На этот раз я тебя прощаю. Кажется, мне конец. Неужели это еда? Очень вкусно. Чего ты тут стоишь? Просто подумал, как кто-то может обладать такой силой, если он такой хиленький. Я не хилая. Ну, не знаю. Я вообще-то целитель. И ты вторгаешься в моё личное пространство. Но нам нужен еще один целитель в долине. У Аманды там куча работы. Черт, ключи у Луана. Что происходит? Серебро обжигает кожу. Серебро запечатывает силы некоторых магических существ. Но на некоторых это влияет больше, чем на других. Это зависит от количества силы, которой обладает существо. Я человек. Дорогая, ведьмы — это не люди. Я не... Они тоже такие? Плюс-минус. Все теневые существа схожи, когда трансформируются. Они сохраняют человеческий облик только для того, чтобы привлечь самок. Чёрт возьми. Почему? Темным девушкам не нравится твоя форма? Тиен, темных женщин больше не осталось. Почему? Нам лучше прекратить этот разговор, иначе потом уснуть не сможешь. У меня вопрос. Могу ли я тоже менять форму? Я не знаю, что ты можешь. И пойти по тому пути? Гнездо Нага в том направлении. Чегось? Это звездная тропа, верно? О, раздражает. Здесь так красиво. Что это за место? Звездная тропа. Портал в другой мир. Если оказаться здесь, то можешь перенестись в другое место. Даже не думай попытаться это использовать. А я прям планировала. Запросто влезть и оказаться в портале. Или могу? С этим на шее точно нет. Я не собираюсь спать рядом с тобой. Ты можешь пойти куда хочешь, но есть шанс, что ты точно сойдешь с ума. И я сниму ошейник только если ты останешься здесь. К рассвету все заживет. Только попробуй что-нибудь выкинуть. Знаю, знаю, моя голова с плеч. Это просто мера предосторожности. Повернулась спиной к охотникам, бессмертная. Может, тебе тогда прикончить меня уже? И что в этом интересного? То есть я буду развлечением? Мы не такие монстры, как ты думаешь. По крайней мере, не настолько. Отвернуться от ведьмы без серебряного ошейника, ты бессмертный.
Отойди, если не можешь помочь, то и не мешай. Я целитель, ты забыл? Маленькая ведьмочка умеет исцелять с помощью магии. Рекомендую подумать дважды, прежде чем грубить мне. Я могу понадобиться тебе в любой момент, чтобы спасти твою задницу. Я также могу случайно навредить. Рассвет. Как же хочется искупаться в этой теплой воде. Но я не хочу, чтобы кто-то подглядывал. Тиен, иди ко мне. Существо из воды? Не убегай. Подойди ближе, прикоснись ко мне. Нет, нет! Какого черта ты творишь? Я жду ответ. Я не пыталась бежать. Тогда что ты здесь делала? Что это за существо? Боишься его, но не боишься темных сил? Тебя я тоже боюсь, если ты еще не понял. Я же пошутил. Надеюсь, это существо не доставит хлопот до конца поездки. Может, он, как и вы, толкает Лайт, но не кусает? Повтори. Это не может быть настолько вкусно. И ты опять это сделал? Хотя ладно, мне приятно. Ты тоже можешь так? Но их нельзя использовать с ошейником. Хотя, вероятно, ты не знаешь, как использовать свои силы, кроме как для лечения. Хотя зачем в таком случае ты пошла к опасной реке? Это ведьма света? Насколько я знаю, не темные их сердца захвачены злом. Они смертельные враги темных. Война между темными и ведьмами света была жестокая, я права? Была война, но победа была на стороне королевства. А что по поводу ведьм, которые сражались за Рокси? Артур, война между ведьмами и темными силами была на самом деле? Имея в виду, это не сказки? Когда мы отойдем от горы подальше, я расскажу тебе. Сколько времени понадобится, чтобы добраться до долины? Но обычно это занимает 5 дней, если идти по горным тропам. Но, зная нашего предводителя... Думаю, нам понадобится неделя. Какого хрена, что за биполярка?
Мне намного лучше, теперь я хоть чувствую свои ноги. Не жалуйся, тебя и так несли. Как же бесишь. Я прогуляюсь. Что это было? Я не убегу. Тебе не нужно идти за мной. Я же до сих пор не пыталась сбежать, значит, не убегу. Мы находимся далеко от деревень. Если вдруг ты думаешь, что окажешься в безопасности, если добежишь до них, то ты ошибаешься. Я же уже сказала, что нет необходимости следить за мной. Я здесь, чтобы обеспечить вашу безопасность. Разве ты не знаешь, что происходит в этих лесах ночью? Ты планируешь смотреть и за этим? Чем планируешь заняться? Ты помнишь, что Луан снял серебряное ожерелье? Что ты творишь? Чтобы ты знала, что не стоит угрожать волшебнику. Будучи слабой, бросать вызов – сомнительная идея. Я тебя не боюсь. Я не пытаюсь тебя напугать. Если бы хотел, ты даже не смогла бы посмотреть в мою сторону. Сражайся. Я не хочу. Не хочу, чтобы еще один человек меня боялся. Что значит еще один? Поторопись и сделай то, что ты планировала. Я голоден. Сегодня первое полнолуние. Что происходит? Дом семьи Люкс расположен над этими горами. Луан и Зак отправились осмотреть окрестности. Обычно они охотятся, когда луна полная, но сегодня только первый день. Как это работает, ваш клан? Зачем тебе это знать? Мне любопытно, тем более меня туда везут. И вроде даже не для того, чтобы прикончить. Я бы хотела узнать больше. Но сколько вам лет? Опять же, зачем вам это знать? Я уже сказала, что мне просто любопытно. Ну, раз мне нельзя ничего спрашивать, почему бы вам просто не заткнуть мне рот? Мне не нужен еще один человек, который боится меня. Мне 28. Воу, ты не старый. Я никогда не говорил, что я старый. Ты спрашивала, как долго я работаю охотником. Я сказал тебе, что дольше, чем ты живешь. Но я не такой старый, как Луан и Зак. Я самый младший из теневых и третий по званию после тех двоих. Как? Я один из сильнейших в клане и третий по силе среди охотников. Я присоединился к отряду охотников, когда мне было 6 лет. Значит, не все тени охотники? Нет, конечно нет. Только те, кто прошел обучение и сдал итоговый тест.
А какой последний тест? Разобраться с Люкси. Ты прикончил одного из них? 4. И прежде чем ты спросишь, я ненавижу себя за это. Но мне нужно было стать охотником. Или не смог бы исполнить обещание, данное много лет назад. Могу ли я узнать, что это было за обещание? Я серьезно подумываю о том, чтобы заткнуть тебе рот. Ты задаешь слишком много вопросов. Придется ли мне спать на земле? Да, Мне обязательно спать с Луаном? ну, сегодня ты спишь со мной. Это лучше. С тобой мне комфортнее, я ощущаю себя в безопасности. Пора спать. Утром. Артур? Мое сердце вот-вот выскочит из груди. Кто-то идет. Серебряный блеск. Артур? Вы... Люкси. Я нашла ее, она действительно была среди теней. Пойдем, они, должно быть, уже избавились от волков и скоро вернутся. Пошли, отпусти меня. Я никуда с тобой не пойду. Ты служишь злой ведьме. Я лучше предпочту темных, они служат королеве. Ты заткнись, иначе я разорву тебя на куски. Отпусти ее. Ха, она тебе не принадлежит. Мы просто хотим забрать ее домой. Будет ли она вам полезна, если я ее прикончу? Она не нужна, да. Просто нам нужно подождать действия печати. Я прослеживаю, чтобы она лично стерла это место с лица земли. Она не уйдет. Тиен! Я смогу это сделать. Дыши медленно. Хорошо. Я уже совсем разобрался, пойдемте. Почему не хотели меня забрать? Тиен, ты из теней. Лжец! Не существует женщин-теней! Я соврал. Очень долгая история. Вы можете рассказать мне? Не сейчас. Пойдем сначала доберемся до долины. Когда мы шли по горной тропе, ты сказал, что расскажешь мне о войне. Всему свое время, девочка. Подожди немного, позже я тебе все расскажу.
Я буду бесить тебя всю ночь, если ты мне не расскажешь. Нет, я буду молчать, иначе у нас двоих будут проблемы. Я не хочу быть наказанным за разговор на запретную тему. Не волнуйся, я не дам тебе упасть. Где мы? У водопада шепотов. Кажется, здесь должен наступить конец света. Ты никогда не была здесь? Я никогда не видела ничего за пределами своей деревни. Когда я направлялась в Болгарию, вы меня схватили. Посмотри на это с другой стороны. Все не так плохо. Никто из людей, кто входил в Долину Луны, не выживал. Я в их числе? Я же говорил, ты темная. Почему ты солгал? Я не врал. Кроме тебя, среди темных женщин нет. Мне не верится. Где остальные? Они пошли вперед. Большая группа могла привлечь внимание Люкси. Остальные наверняка бы передали информацию. Вчетвером мы можем остановиться в городе. Переночуем там. Если сбегу ночью, я успею добежать до леса. Главное, успеть до утра. До моего дома идти всего день. Тем более теперь небольшая группа. Это значительно облегчит мой побег. Тем более он прикончил тех ведьм. А также я теперь понимаю, как примерно работает моя сила. Лон не надел мне обратно серебряную окову. Это значит, что он доверяет мне. Ну или он думает, что я не убегу? Кстати, Зак мог бы поблагодарить за то, что я спасла ему жизнь. Хотя бы сделай вид, что ты меня не ненавидишь. Эй, я думала, что мне не придется это больше носить. После вчерашнего происшествия с Люкси радуйся, что я не заковал тебя в серебряные цепи. С головы до ног. Ты делаешь вещи гораздо хуже. Тебе хватает наглости говорить подобное? Как будто я представляю угрозы, а ты нет. Ты тащишь меня против моей воли. Думаешь, есть разница, ты или они? Милая моя, разница в том, что они поведут вас к алтарю горы Хаоса.
А также они попытаются использовать твою кровь, чтобы освободить Рокси. А мы ведем тебя в безопасное место. И пытаемся предотвратить появление ведьмы. И я направляюсь в безопасное место. Торговец заплатил нам, чтобы мы выследили и покончили с тобой. Он сказал, раньше в мой магазин заходила ведьма. Увидел ее отражение в зачарованном зеркале. Она темная ведьма. Милая, ведьмам нигде не рады. Ты же сама убежала из дома. Поведай, почему? Потому что я прикончила своего отчима, когда он начал превращаться в оборотня. Я увидела отвращение на лицах мачехи и братьев. Когда они поняли, кто я, поэтому я убежала. Даже брат, которого ты любила, принял это как-то не по-братски, не правда ли? Это не твое дело. Тиен, для таких, как мы, нигде не безопасно. Они не примут нас такими, какие мы есть. Куда бы ты ни пошла, люди будут смотреть на тебя с презрением. Они будут в страхе и отвращении убегать от тебя. Пойми, мы не такие монстры, какими люди нас описывают. Мы не порождение тьмы. Докажи. Ты можешь убедиться. Можешь пойти с нами и жить среди нас. Или я могу покончить с тобой здесь и сейчас. Что за шантаж? Быть пленницей или убитой? Я не говорил, что тебе понравится, я просто даю тебе право решить свою судьбу. Мы и так уже потратили много времени. Ты можешь обрести семью. Что случилось с Заком? Это не мое дело. Я тебя ненавижу. Этим же днем, вечером. Добро пожаловать. Вот ваши ключи. Она под моей ответственностью. Поручи ее мне. Здесь есть ванная. Я займу кровать у окна. Окей. Как ты это сделал? Я просто сосредоточился. Ты можешь направить свою силу на действие, которое тебе нужно в этот момент. Прикидываешь, в какой стороне дом? Ведь мы совсем рядом с твоим лесом, не правда ли? Дай угадаю, думаешь о том, чтобы ночью выпрыгнуть из окна и убежать домой? Сложно ли научиться это контролировать? Тебе необходимо почувствовать свои силы. Затем попробуй представить нужную форму. Но не заходи слишком далеко. В конце концов, ты ведьма, а не колдунья. Я приготовлю ужин. Тебе лучше не знать, что я с тобой сделаю, если ты попытаешься сбежать. Хотя я просто понадеюсь, что оборотень или вампир прикончит тебя раньше, чем Люкси. Или Луан. Сегодня второй день полнолуния.
Он прав. Пирог? Прекрасно. Наслаждаешься видом? Ну ты правда очень красивый. Я не знаю, почему я это сказала. Тебе лучше отсесть от окна. Это может привлечь внимание. Тебе лучше пойти спать. Я никогда не замечала, что ночь так прекрасна, так безмятежна. Почему даже в безопасных регионах? Почему люди остаются дома вместо того, чтобы наслаждаться ночью? Люди боятся темноты и того, что в ней скрывается. Это чушь, ничего не скрывает. Все, что при тьме, Ты не боишься темноты? я боюсь оставаться одна, независимо от того, светло или темно. Тем не менее, больше всего я боюсь, что мы в сердцах людей и их мрачные души. Тьма пожирает душу, и ты можешь этого даже не заметить. Вот что на самом деле пугает. Мотылёк на окне. Что это за бабочка-мотылёк? В отличие от обычных мотыльков, у люкс очень тесная связь с природой. Поэтому они модифицируют их, расширяя тем самым свою власть. Чёрт возьми! Они могут сделать это с любыми животными? Я модифицировать. Да, однажды я видел Люкси верхом на гигантском муравье. Я бы никогда не хотела столкнуться с гигантским муравьем. Основная проблема не в муравье, а в ведьме, которая на нем сидит. Тем временем у Люкси. Вероятно, маячок, который я на нее нацепила, отвалился. Я обречена. Все обречены из-за моего эгоистичного выбора. А теперь она просто исчезла. Я нигде не чувствую ее магии. Луан поймал Тиен. Я ищу ее уже 2 недели, ничего не получается, никаких зацепок. Люкси что-то подозревают. Если они узнают о моем предательстве... Однако, я самая сильная. Но у меня нет шансов против всех. Артур, пожалуйста, сдержи свое обещание. Я была рядом с Рокси. Я видела ее разрушительную силу и ненависть в ее глазах, когда ее сверг Персей. Персей не мог просто так убить ее. Он решил заключить ее в тюрьму из уважения к нашему давнему союзу. Перед тем, как погрузиться в вечный сон, она поклялась вернуться в ночь кровавой луны и прокляла всех потомков обоих кланов. Если бы наши планы когда-нибудь снова стали союзниками, Рокси не должна вернуться, я позабочусь об этом. Они ушли без разрешения. Просим извинения, но королева Анжела, это было очень важно. Отчет. Мы нашли ее в долине звезд. Кого не нашли, Арию? Нашли темную самку. Ее ведет в лунную долину легендарный охотник, сын Персея. Персей все еще не знает о Тьен. Если бы я только могла предупредить его.
И почему же они ее не схватили? Они расправились с 4 нашими. Теперь они потребуют мести. Возможно, это было достойным наказанием за их дерзость. Не бросайте мне вызов. Извините. Какой силой обладает эта ведьма? Ее сила принимает любую форму, какую она пожелает. Из 6 лучших женщин-воительниц, отправившихся на ее поиски, 4 были убиты одной темной женщиной? Мы не знали, чего ожидать. Она собиралась пойти с нами. Но сын Артура остановил ее. Я позабочусь о нем. И прекратите притаскивать сюда человеческих женщин. Что нам сделать с теми, кто еще заточен в темницах? Избавьтесь от них и проявите креативность. Я освобожу этих невинных. Вчера вечером я ходил смотреть на Звездную долину. Маленькая темная ведьма, которую они ведут, очень похожа на Звездного лорда. Она похожа на твою сестру, или скорее дочь. Может, ты и сын леди Рокси, но ты еще и люкс. И это ставит тебя ниже меня. Так что, Арес, поставь себя на место и не смей мне больше говорить глупости. Все остальные люкс были убиты. За исключением тебя, потому что мы любим нашего лидера и не позволим, чтобы ее ребенок был убит этими варварами. Я хочу, чтобы моя мать была свободна. Это желание каждого из нас. Он слишком много знает. Или это просто подозрение? Моя дочь причиной стала целью охоты, потому что однажды Меня прокляли за то, что я сделала, за то, что и я поддалась ему. Хотела быть рядом с ним. Даже если они не используют всю кровь Тиен, ее убьют из мести. Главы темного клана заявили, что никто из них не может поддерживать связи с кланом Люкси. С того момента, как Рокси поклялась освободить себя через кровь Тиен, Люкси все реализует. Сегодня окончание войны. Рокси была арестована. Но мы тоже проиграли. Это наша последняя ночь вместе. Давай воспользуемся этим временем по максимуму. Дурак. Тогда я уже была беременна. Старейшины боялись возвращения Рокси. Приказали прикончить любимую девочку, родившуюся в те даты, чтобы Рокси никогда не вернулась. Темные воины, разгневанные приказом, который привел к потере их дочери. Стали охотиться и губить всех детенышей самцов Люкси. Потому что они рождались только в результате союза 2 кланов. Поэтому я надеюсь на возобновление союза, которому пришел конец.
Я скрывала свою беременность с помощью магии. Я поклялась, что если родится мальчик, то я дам его отцу. Самцы темных и люкси одинаковые. Нет, нет, нет. Это девочка. Я не отдам свою дочь на растерзание старейшинам. Она единственное напоминание моей любви к Персею. Я оставлю ее. Моя дочь будет расти вдали от всего этого. Куда ты идешь? Уходи, мальчик. Персей искал тебя месяцами. Он сказал, что ты отвернулась от него. Что твое сердце потемнело, как и у других ведьм. Это правда? Что если да? Старейшины не хотели, чтобы мы были вместе. А вы вторглись в наши дома и погубили детей. Ха. Он придет. Темная? В глубине леса находится людская хижина. Женщина там потеряла ребенка 3 дня назад. Почему ты мне помогаешь? С моей сестрой сделали ужасное. Они уже близко, надо идти. Но это место прямо под носом кланов. Иногда труднее найти то, что находится прямо под носом. Я не уверена, смогу ли я. Я позабочусь о ней для тебя. Я позабочусь о темных. Дочка, я вернусь. Я буду любить тебя вечно. Ты отнесешь этого ребенка к своей матери. Я отнесу ее к своей матери. Я лиса твоей младшей сестры. Лиса моей младшей сестры. А я говорил отцу, что ты демон. Неважно, сын Персея ты или нет. Ты должен знать свое место. Ты губитель детей. Как он мог погубить свою девушку и свою дочь? Зло необходимо уничтожить. Передай это послание Персею. Персей, защити ее, иначе я сама перережу тебе горло. Неважно, как сильно я тебя люблю. Тин? Зануда, оставь меня в покое. Вставай сейчас же, иначе... Еще даже не наступил рассвет. Надо уходить отсюда, пока здесь не стало слишком многолюдно. Тогда отойди от меня. Зачем ты это сделал? Мне надо было разбудить тебя. Я же говорил, что нужно рано вставать. Нет, почему ты относишься ко мне иначе, чем другие? Иногда ты добр ко мне. То есть ты предпочитаешь, чтобы я относился к тебе так же, как они? Нет. Но мне кажется это странным, ты же охотник. Тогда что мне сделать как охотнику?
Я не знаю, но они грубые, грязные и глупые, ведут себя как неразумные звери. Думаю, это подойдет. Твой брат-охотник, он так себя вел? Он нет, но мой отчим да. Так он же пал от твоих рук. Если бы я вел себя как он, меня ждала бы та же участь. Поэтому я предпочту быть добрым и остаться в живых. Как будто я смогу с тобой расправиться. Ты могла бы разобраться со мной, пока я сплю. А я сплю крепко. Я бы не сделала этого. Почему? Потому что это жестоко и трусливо, а я не трусиха. Ты тоже не похожа на целителя. Целительницы милые, деликатные и нежные. В Мерлоте жила целительница по имени Гия. Она была похожа на моего отчима. Большая, сильная и с усами. Кажется, ты описала медведя, обладающего целительскими навыками. Пойдем. Перед обедом. Как вам удалось подстрелить животное на расстоянии 200 метров? Если хочешь, я могу тебя научить. Но я не думаю, что Ларри позволит так часто покидать залу целителей. Кто такой Ларри? Жена Луана. У этого мерзавца есть жена? У нас почти все женаты. Даже ты? Нет. Неужели так плохо, что ты такой симпатичный? Ну, в этом нет ничего плохого. На самом деле многие от меня без ума. Почему Ларри не отпустит меня? Внутри безопасно и никаких опасностей. Я поняла. Но почему снаружи опасно? Потому что они настоящие монстры. Почему нельзя использовать магию, как раньше? Люкси очень хорошо чувствует магию. Не хочу рисковать и быть обнаруженным. Боишься Девчонка, их? я вообще-то еще не решил, оставлять ли тебя в живых. Так что придержи свой поганый язык и не провоцируй меня. Что я не так сказала? Он привык к тому, что женщины бросаются к его ногам. А ты необузданная лошадка. Я умираю с голоду. Позже. Он с подозрением относится к таким, как ты. Думаю, это из-за запаха и воспоминаний. Надеюсь, он забыл об Анжеле. О чем ты говоришь? Кто такая Анжела? Я позже тебе расскажу, мы почти на границе. Пошли быстрее. А он успокоится только, когда мы доберемся до долины. Тем временем у короля. Что это мог быть за мощный взрыв, что даже Луан поехал расследовать? Теперь они возвращаются с ведьмой, владеющей силой теней.
Кажется, приближается что-то плохое. Я не могу перестать думать об Анжеле. После всего, что я для нас сделал. Пока она хочет союза. Я никогда не хотел, чтобы кланы разделились. В конце концов, вместе мы сильнее. Союз даст возможность рождаться самцам и самкам обоих видов. После разделения кланов и объединения темных с человеческими женщинами, с темными силами рождались только мальчики, девочки рождаются обычными людьми. Сообщение от Анжелы? Она бы не стала рисковать совой, если бы это не было действительно срочно. Я отдал ей свое сердце, она исчезла и забрала часть меня. Я потребую объяснения произошедшего. Она покинула меня, даже не попрощавшись. Но если это ловушка... У меня нет шансов против Анжелы в одиночку. Луан не готов взять на себя управление кланом. Он приведет его к краху. Я так взволнован. Даже после всего произошедшего. Даже если ты разрушишь мир своими руками, я буду любить тебя. Для предводителя темных ты слишком милый. Я добр только к тебе. Миленько, я бы могла воспользоваться этим. Почему ты помогла мне найти ту девушку? Вот об этом я и хотела с тобой поговорить. Я ушла, потому что ждала от тебя ребенка. Даже несмотря на это, ты ушла. Персей, мне пришлось бежать. Я не могла рисковать жизнью своего ребенка. Что случилось после того, как ты ушла? Ребенок, девочка с силой темных. Где она? Что с ней? С твоим подчиненным Артуром. Лон помог мне спрятать ее. Я запечатала ее силой и запах. Ее воспитала человеческая семья. Знал ли Артур, что она моя дочь? Этот ребенок. Не причиняй ему вред. Я заставила пообещать его, что он никому не расскажет и позаботится о ней. Что он спрячет ее и не даст ей погибнуть. Анжела, пожалуйста, не говори мне, что ведьма, которую ведут в долину... Да, это она, наша дочь. Печать, которую я наложила на ее силы, сломалась. Ведьмы попытаются найти ее. А что, если они почувствуют на ней твой запах? Тебе нужно защитить ее внутри долины. Не дай Люксе ее поймать. А остальные знают, кто она? Нет, по крайней мере, насколько мне известно. Они думают, что она из ведьм Северного Теневого клана. Персей, ты ведь знаешь, кто такой Артур, не так ли? Самый сильный из темных. Что-то не так? Артур, Люксия. У него облик лисы.
Извини, что скрыла от тебя, я просто... Ты поступила правильно. Это было единственное решение. Основная проблема в том, что они прибудут сюда, но старейшины... Они обо всем узнают. Что нам делать? Они ничего не сделают, а если попробуют, я сам им головы пооткручиваю. Даже если это будет означать, что долина останется без своих жриц и потеряет свой барьер. А твой сын? Он никогда не любил меня. Я удивлена, что он до сих пор не понял, кто она такая. Он уже долгое время женат на девушке из теней. Она давно вправила ему мозги. Он по-прежнему груб и невежественен, но уже не такой, каким был. Уверен? Луан ничего не сделает. Если они ее поймают... Они не смогут. В долине она будет в безопасности. Никто не сможет попасть сюда или уйти без моего на то разрешения. Тогда я разберусь с Аресом. Он слишком много знает, ну или подозревает. Рокси не должна выбраться на свободу. Я все еще надеюсь восстановить союз между нами. Я убил ее не потому, что хотел разрушить союз. Ничего не выйдет, Персей. С тех пор, как ты запечатал ее ради меня, все пошло не так. Рокси стала причиной разрыва союза. Война началась из-за меня. Из-за гнева, злобы и мести. Рокси хочет захватить трон королевы только для того, чтобы выступить вместе с армией против темного клана. И уничтожить всех. Поэтому я запечатал ее. Но, кажется, она так и не поняла. Королева призвала теневых, чтобы защитить свое королевство от Рокси и Люкс. Я сожалею, что оставил ее в живых, потому что если бы я покончил со всем сразу, не было бы столько жертв на войне. Анжела стала бы повелительницей Луны, и кланы могли бы остаться союзниками. Но у меня еще есть надежда. Теперь Тиен находится под защитой этой магии. Старейшины не почувствуют ее магию. И я заключу новый союз. Идет дождь и так холодно. Я не могу перестать думать об Артуре. Черт возьми. Я думала, ты не вернешься. Мне некуда сбегать. Би-би-би. Иногда мне удавалось посадить своего лисенка в корзину и занести его домой, чтобы защитить от дождя. Ты не собираешься есть? Я уже поужинал. Луан и Гвин ждали меня внизу. Почему ты не сказал мне об этом? Тебе лучше поспать. Чего ты взъелась? С того дня ты ведешь себя странно. Я веду себя нормально. Нет, это не так. Ты ведешь себя как... Веду себя как? Как охотник? Ну что, теперь я больше похож? Тебе сейчас страшно?
Я тебя не боюсь. Врушка. А можно ли проникнуть в сознание людей? Что? Конечно, нет! Тогда почему ты называешь меня врунишкой? Я знаю, что ты чувствуешь, когда приближаешься ко мне. Тиен, я могу распознавать страх издалека. Мне кажется, у тебя плохие предчувствия. Луан позвал меня поговорить. Он сказал, что я тебя пугаю. Я видел, как ты вздрагиваешь от меня. Так вот, я думаю, что его предчувствие такое же отвратительное, как и у тебя. Все еще не боишься? Это еще не все. Ты все еще ведешь себя как придурок. Тогда что ты чувствуешь? Я начинаю нервничать, когда ты находишься так близко ко мне. И еще меня раздражает то, что я чувствую себя рядом с тобой слишком комфортно. Твои действия по отношению ко мне заставляют чувствовать себя неловко. Как будто я знаю тебя целую вечность. Это не имеет ничего общего со страхом.